Ресторан был полон голодных посетителей, занятых едой за своими столиками, когда внимание посетителей переключилось на пятилетнюю Эмму, которая бежала к своей маме. Лицо Эммы было залито слезами, и она истерически рыдала, когда схватила маму за руку. Пока мама Эммы, Дженнифер, утешала свою дочь, она спросила ее, что случилось. Эмма все еще плакала и не могла говорить. Она продолжала всхлипывать, как будто ей было очень больно. Именно тогда Дженнифер начала осматривать тело своей дочери и увидела, что с ней не так. Это был первый день лета, когда Дженнифер и ее дочь Эмма решили провести свой день в парке и купить что-нибудь из еды в ресторане. Эмма сразу побежала к карусели и попросила маму покрутить ее. Они весело проводили время, пока Эмма не проголодалась. После этого они направились к ближайшему ресторану, который находился примерно в 10 минутах езды от того места, где они были. Дженнифер и не подозревала, что было бы лучше, если бы они поели где-нибудь в другом месте. Когда они прибыли в ресторан, они заметили, что там полно людей. Внимание Дженнифер привлекла группа подростков, которые сидели в углу ресторана. Группа слушала музыку, потягивая газировку. Двое подростков внезапно перевели взгляд на Дженнифер и ее дочь и захихикали. О чем только могли подумать эти двое. После, казалось, бесконечного стояния в очереди, наконец настала очередь Дженнифер делать заказ. Но затем внезапно по всему ресторану разнесся крик. Кричал подросток, который сидел в углу ресторана. Группа затеяла драку и кричала друг на друга. Сотрудники ресторана быстро подошли к группе, чтобы прекратить драку и выгнать их из заведения. Несмотря на то, что группу выгнали, две девочки-подростка из компании все еще осталось за столом. Наконец-то пришло время поесть. Запах еды витал в воздухе, когда Дженнифер и Эмма принялись за свой заслуженный обед. Во время трапезы Эмма вдруг посмотрела на маму строгим, но невинным взглядом. «Мамочка, мне нужно в туалет», — прошептала Эмма. Доедая последний кусочек, они вытирают руки и встает, чтобы сходить в туалет. Подойдя к двери, она замечает, что замок закрыт. «Должно быть, там кто-то есть», — подумала она. Пока Эмма терпеливо ждала снаружи, из туалета доносились хихиканье и насмешки. Через пару минут дверь открылась, и две девочки-подростка, которые сидели в углу ресторана, вышли из туалета вместе с ухмылками на лицах. Пока Дженнифер терпеливо ждала Эмму за своим столиком, она услышала крик, доносившийся из туалета. «Мама!» — закричала Эмма, выбегая из туалета со слезами на глазах. Дженнифер немедленно вскочила со своего места, не обращая внимания на свою сумку, которая упала на пол. Никакая мать никогда бы не хотела слышать, как кричит его ребенок. Дженнифер немедленно отправилась в туалет, чтобы проверить, в чем дело. Она осмотрела всю комнату и решила, что там все в порядке. Поэтому она продолжила осмотр, чтобы понять, что могло послужить причиной вспышки слез ее дочери. Она увидела, что на полу валяется несколько рулонов туалетной бумаги, а из крана течет вода. Дженнифер проверила сиденье унитаза и только тогда поняла причину слез своего ребенка. Когда она подошла к сиденью унитаза, то заметила, что оно было покрыто белым липким веществом. Но когда Дженнифер подошла поближе, чтобы осмотреть его, она поняла, что это клей. Сиденье унитаза было покрыто суперклеем. Затем она поняла, что кто-то сделал это специально. Дженнифер выбежала из туалета с бешено колотящимся сердцем и закричала, чтобы позвали менеджера и всех сотрудников ресторана. Дженнифер подошла к дочери, которая все еще плакала и кричала от боли. Она осмотрела Эмму, чтобы узнать, что случилось, и увидела, что кожа на ногах ее дочери повреждена. Пока Эмма все еще плакала, ее мать была в ярости. Беверли, помощник менеджера, считала, что она прошла все возможное. Она была натренирована и уже привыкла справляться с острыми ситуациями.
от мелких ссор до пьяных клиентов и хулиганистых подростков. Она знала, что нужно делать, чтобы решать проблемы, но за 15 лет работы в этой отрасли она впервые увидела и испытала на себе нечто подобное. В тот момент, когда Дженнифер обратилась за помощью, Беверли и ее коллеги собрались вокруг Эммы и оказали ей медицинскую помощь. Персонал помог промыть рану и перевязать ее, пока Эмма не переставала плакать. После этого Дженнифер решила отправиться в ближайшую больницу, поэтому она позвонила своему брату, чтобы тот приехал и забрал их. Но этого для Дженнифер было недостаточно. Она знала, что ей нужно было сделать что-то еще. Дженнифер обратилась с этим вопросом в свои социальные сети и поделилась тем, что произошло, надеясь, что это поможет привлечь шутников к ответственности. В своем посте Дженнифер написала 2 молодым девушкам, которые подумали, что было бы забавно заклеить суперклеем туалет для переодевания инвалидов и младенцев. «Я просто хочу, чтобы вы знали, что мне все еще приходится утешать свою 5-летнюю дочь, которой не повезло воспользоваться туалетом после вашей неприятной выходки». Дженнифер надеется, что 2 девочки-подростка, которые подшутили над ее дочерью, будут найдены и наказаны. Эмма — всего лишь невинная маленькая девочка и не заслуживает всего этого. После некоторых расследований 2 девочки-подростка были, наконец, найдены и опрошены сотрудниками полиции. Обе девочки немедленно признались в содеянном и искренне извинились перед Дженнифер и Эммой. Обе девочки сказали, что сожалеют о том, что сделали, и что это была неудачная шутка. Но было ли извинений достаточно для Дженнифер и ее дочери Эммы? Представьте себе Эмму, 5-летнюю девочку, которой придется прожить всю жизнь с этим ужасным воспоминанием, запечатлевшимся в ее памяти. Услышав, что полиция приняла соответствующие меры в отношении 2 девочек-подростков, Дженнифер почувствовала облегчение. С момента инцидента прошло несколько недель, но события того дня все еще свежи в ее памяти. Она наблюдает, как ее дочь мирно играет со своими куклами в попытке забыть этот инцидент. Эта история лишь доказывает, что розыгрыши могут быть забавным способом разыграть ваших друзей, но могут привести к плохому сценарию. Поэтому нужно дважды подумать о последствиях, прежде чем что-то делать. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Дженнифер? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.